Здравствуйте. Здравствуйте. У вас Троицкий, да, проспект? Да, все верно. Пристегнетесь? Конечно. Погодка, да? Погодка ужас. Пока дошла, все прям. Она называется настоящая питерская погода. Это точно. Теперь я знаю, о чем речь. Да, низкое, Когда говорят про питерскую низкое погоду. серое небо, желание либо выпить, либо повеситься. Мокро, сыро. И люди с депрессивными лицами. Да, это все как бы правда. И это единственный огромный минус в этой локации. Это климат, конечно. Он просто трындец. Я на самом деле все время задавался вопросом, по какому принципу, если это правда, что именно Петр, там же много всяких, да? Инсинуаций, что город откопали, там, не знаю, инопланетяне построили, еще кто-то, великаны. По какому принципу Петр выбирал? То есть он даже, я понимаю, что он может быть там очень солнечный, в очень хороший день. В 1703 году такой выходит на берег Невы и говорит, здесь будет град. Короче, но его же построили не вот так. Прошло месяц, полгода, уже должна была быть такая погода. Он же должен был, типа, что-то здесь не так. И головка побаливает, и выпить хочется, и уже 50 бояр повесились. Вот. И такой, типа, не, пожалуй, сместимся южнее. Почему вот этого не произошло? Для меня это загадка. Изюминка данного города. Изюминка данного. А вы местная? Нет, я не местная. Я недавно совсем приехала. Буквально, может быть, меньше недели назад. Я с Мурманска. Так у вас там плюс-минус тоже не сильно хорошо с климатом. Ну там нет, но там просто все-таки мне, кто в Мурманске живет, у меня есть знакомые, там перманентно все-таки холодно, да, там куча своих нюансов, но здесь именно вот само состояние такого, как сказать-то, душевного неспокойствия из-за вот погодных вот этих всех вот серых неб и мокрых дождей. Зачем я это говорю, неважно. Будем бодриться. Вот смотрите, у вас хорошее настроение. Да, мне не страшно. Вам... Мне уже после Мурманска это, в принципе, нормально. Да. Но вы хорошо выглядите. Для того, кто неделю отжил в Петербурге и еще не сказал не. Так, билеты на Гавайи или там, не знаю, в Таиланд. Нет, я куда-нибудь в другое место, но не здесь. Нет, пока все складывается хорошо, пока мне даже нравится. Посмотрим, серьезно? Да, как будет дальше. Время покажет, как говорится. Время покажет. Но, опять же, те, кто не приживается в Питере, в Москве, понятно, почему не приживаются, да, там ритм очень такой лютый, Москва съедает людей, как говорят, вот, то есть, и просто что-то не нравится, то в Питере единственное, почему вы можете отскочить куда-нибудь, это климат. И я много таких тоже историй знаю, кто приезжал, покупал квартиры с семьями, там, с Сибири, с тайги, начинал здесь жить, и начинались до примитива болеть дети всякими там ухо-горлоносовыми историями, потому что вот такая погода, климат не подходит. Люди продавали квартиры по-срочному и сливались южнее, там Москва, Краснодарский край и так далее. То есть это я истории знаю. Вы не из этих, правильно? Вы же закаленная, так что держитесь. Да, я закаленная. Посмотрим, как будет складываться. Я не думаю, что здесь будут какие-то... Вам нужно обязательно больше культурной программы, чтобы не про время не упустить, если вдруг соберетесь сорваться. Всякие театры, музеи, вот эта вся история. Прям про Петербург. Ходите, тусуйте, и все у вас... Да, я приехала, и я на самом деле так впечатлилась вообще и архитектурой, и культурной программой, и города, что мы вот с молодым человеком сегодня пойдем в Мариинку. Серьезно? Сразу же, да, но я много слышала, но ни разу не была. Вот мы это... уже взяли билеты, да, несколько дней здесь, но уже по всем известным местам мы решили сразу все посетить. Да, Мариинский театр это тоже такая тема, что она либо заходит, либо не заходит. Вот посмотрим, зайдет, не зайдет. Все будет хорошо. Просто сходите сначала в кафешку местную,
накатите под бутербродик. В вашем случае просека, молодой человек может коньячку. Это совет бывалого петербуржца. И тогда Маринка зайдет гораздо лучше, чем по сухому. Это правда. Ну, прям вот отвечаю. Потому что, так надо сделать. Не спрашивайте, почему. Просто так надо сделать. Ну, учтем. Да. Спасибо. Так, ну что, сейчас мы повернем, и мы уже приехали с вами, да? Окей. Так. Заканчивается, не лучше. Сейчас, секунду, я объеду этого гаврика. В модной шапке. Здесь вот так вот ваша, видимо, арка. У вас же безнал там, да? Да, безнал. Большое спасибо. Можно вас попросить такую услугу небольшую? Мы вечером в театр едем. Ну да, вы же сказали. Да. Можно попросить вас по звонку как-нибудь приехать? Мы бы вам просто наличкой заплатили. Во сколько? Через 2 часа примерно. Надо, чтобы вы мне позвонили заранее, хотя бы я буду... давайте минут за 30 хотя бы позвоните, а лучше за 40. Хорошо. Запишите номер. Да, давайте. Вам же в Маринку отсюда, да, правильно? Да. Ага. Недалеко ехать. 8911, зовут-то вас хоть? Дарья. Ага, хорошо, сейчас запишу. А вас? А меня Евгений. Все, хорошо, спасибо вам большое. Пожалуйста. Я тогда вам позвоню заранее. Все, спасибо. Эх, Дарья, молодой человек, есть. Есть и есть, как говорится. Это же моя работа. Алло. Алло, Евгений, здравствуйте. Вы недалеко отъехали, извините, пожалуйста. Дарья. А что? Мы недавно с вами. Да, я еще не отъехал, но я заказ принял уже, так что мне надо будет скоро быстро очень отъехать. А что вы хотели-то? Что-то забыли? Нет, можете, пожалуйста, я к вам спущусь, отвезите куда-нибудь. Такая ситуация произошла ужасная. А что случилось? Да, меня ограбили, наткнулась на афериста. Ничего себе. Просто, Дарья, я заказ уже принял. Сейчас, подождите секунду, я подумаю. Да, пожалуйста. Давайте, вы спускайтесь, короче, сейчас разберемся. Спасибо вам огромное. Давайте. Я сейчас спущусь. Ставим, что? Правильно, самолетик. Интернет пропадает, нехорошо так делать. Что мне делать? Они вызовут другое такси, может, у нее в натуре что там случилось, хрен его знает. Самолетик поставлен. Ладно. Что там у вас произошло, Дарья? На преступление иду ради вас. Господи. Заказы отменяю. Чего? Да все нормально, успокойтесь. Что случилось? А кто вас кинул-то? Что произошло? Я не знаю, я прихожу в квартиру, мы с молодым человеком познакомились в интернете. Я же с Мурманска, я вам, об этом рассказывала. Мы познакомились, переписывались какое-то время. Он мне понравился, я ему тоже понравилась. Он очень много узнавал про меня. И предложил мне переехать в Питер. Сказал, что у него здесь работа, он поможет мне устроиться. Сказал, что у него здесь своя квартира. Все, успокойтесь. Я понимаю, вас трясет. Может, вам что-то дать, салфетку какую-нибудь или что-то? Надо? Я сама. Не, тихо, спокойно. Если что, держите. Вы пока успокойтесь. И чего в итоге-то? Я прихожу в квартиру. Часто? Он говорил, что это его квартира, мы жили здесь, дня 4 спокойно, я была уверена, что все в порядке. Сейчас я прихожу в квартиру, дверь закрыта, он мне ключи не давал. То есть мы жили спокойно, он меня забирал с работы, и мы приезжали сюда. Сейчас я захожу, там мужчина говорит, что Валерий, это мой молодой человек, его нет, он уехал еще утром.
А в квартире нет ни моих вещей, ни моих документов. У меня там был ноутбук. И... Ну, вы успокойтесь, так. И он говорит, что его нет. Я сейчас позвонила Валерию, и он не берет телефон, и я не знаю, что мне делать. Мне не осталось ничего, кроме вот этой сумки и все, и вот этих вещей. Очень замечательно. Валерий. Так, и что, блин, охренеть. Я не знаю, мне надеюсь, что это так, просто а вы ему звонили вообще? Конечно, он не берет телефон. Очень замечательно. Жилец говорит, что это была съемная квартира, и он здесь владелец, и он просто приехал сюда жить, а Валерий, он просто уехал. Со всеми вещами квартира пустая полностью. Да, очень прикольно. А я стесняюсь спросить, нет, вы успокойтесь, только у меня вопрос, а что вы там, ну, кому-то не позвоните из своих, там, не знаю, друзей, родственников, что вы? Я сама не знаю, на самом деле. Просто последний номер, который был ваш, и вы единственный местный в Питере, кого я знаю, помимо Валерия. Вот. Может быть, вы просто смогли бы чем-нибудь помочь, или... Да я даже не знаю, чем, на самом деле. Нет, вообще поспокойно. Может, Валера еще и объявится. Вот. Сейчас, секунду. Сейчас я сам соображу. Так, ну, во-первых, вы успокойтесь. Нерешаемых ситуаций не бывает. Было бы хуже, я могу сказать, не, успокойтесь, было бы хуже, если бы это произошло позже. Например, вы бы забеременели. Вот мне сейчас в голову первое пришло, что потом бы он вас кинул. Вот это было бы хуже гораздо. Поэтому надеюсь, что все хорошо у вас будет. Сейчас мы решим вопрос ваш. Так. А у вас ни вещей вообще ничего, все, да? У меня ничего нет вообще. И все деньги вообще я привезла красавец. Наличкой, в чемодане. У меня, по сути, вот карта, на которой я сняла, наоборот, все деньги, чтобы оставить их наличкой. У меня там и ноутбук, и документы, и все. Да. Так, хорошо, давайте. Ну, я вас к себе не могу поселить, вы уж извините, такая ситуация. Давайте я помогу вам, знаете, с чем? У меня здесь есть гостиница. Мои знакомые ребята там. Только я не знаю сегодня. А с другой стороны, что мне знакомые ребята? Давайте я просто... А у вас документы там тоже были? Да. Очень замечательно. У вас ни паспорта, нифига нет? Ничего нет с собой. Класс. Ну, давайте тогда мы сделаем следующим образом. Ладно, это самое... Раз уж такая ситуация, я вам тогда по своему паспорту сниму номер. Ну, там обычный такой номер, я думаю, что перекантуетесь несколько дней. Хорошо. Я заплачу тогда, а вы там как, ну, решите свои вопросы там, да, с родственниками. Звонюсь, да. Вы там, ну, сможете, перекинете мне деньги, конечно, не сможете, конечно. там, не сможете. Ну, блин, это, конечно, жесть. Ладно, пристегивайтесь, поедем. Ну и вот как это происходит, скажите мне, как женщины влюбляются в таких аферюк? Мы достаточно долго переписывались. Ну, понятно. Да. Втерся в доверие. Да, наверное, так и произошло. Вот, и я даже поверить не могла, что что-то не так. Он много о себе рассказывал, что и хорошая работа, и про семью рассказывал, что полная вообще нормальная семья, что достаток. Квартира вот это в Питере. В центре. В центре, да. Вот это магическое слово «квартира в центре». Она, мне кажется, прям действует на людей очень... Он очень много узнавал обо мне. И, видимо, не зря. Вот, потому что я тоже из нормальной семьи, с достатком. И мне показалось, что было бы здорово перебраться в большой город. Ладно, не грустите. Все будет нормально. Вот сюда. Да, блин, туда, блин. Здесь с этой стороны сейчас нельзя парковаться. Здесь у нас, видите, платные парковочки сделали везде. Здесь слева встану, нам туда, в этот дом. Ну, на первом этаже гостишка сделана. Так, сейчас, подождите, я все соберу с собой. Так, куртка у меня в багажнике. Ну ладно, сейчас добежим. Добежим сейчас. И все.
все. Аккуратно смотри, чтобы машина там. Пойдемте. Прохладненько, однако. Ну что? Ну что я могу сказать? А что я могу сказать? Это прям лютый. Да я бы сказал, наилютейший. Друзья, точнее подруги, вот вы очень избегаете людей, про которых все понятно. Вы знаете, где они живут, вы знаете, там, не знаю, может, знакомы с родителями, знаете, где он работает и так далее. Но вы воротите нос, потому что он там что-то там мало зарабатывает, может быть, там не сильно шикарно выглядит и так далее. Носки меняет не каждый день. Но вы с радостью вписываетесь в какие-то блудники, когда просто какой-то хер начинает ссать в ушки какую-то чушь. Как это работает? Ну, то есть, а работает это следующим образом. Я это прекрасно понимаю, потому что женщины оценивают все с позиции эмоций, а не с позиции логики там и разума. Этим пользуются всякие, сука, аферюги. Я заплатил за сутки 5700 за эту гостишку. Вернет бабки? Хорошо. Не вернет? Соответственно, ну, просто, скажем так, вселенная увидит, что я помог девушке справиться с неприятностями хотя бы ненадолго. Семья у нее обеспеченная, выглядит она замечательно, никто ее не бросит, все у нее будет хорошо. Мурманск не Сейшелы. Тут ехать, переплюнуть можно. А вообще, конечно, вот после этого доверие, мне кажется, к мужикам у женщин теряется. Короче, Валера, ты гнойный, который мутит воду во многих вещах. И женщин настраиваешь на то, что они к нормальным мужикам не подходят. Ну и просто ты гандон, кидальщик. Так что, если ты увидишь этот ролик, знай. Вселенная, если за что плююсь, Вселенная найдет тебя, нагнет и накажет, Валера. Накажет. Имя еще у тебя такое. Валера. Хотя имя здесь, конечно же, ни при чем. Ладно. Я же не снял этот. Сука. А, ну и правильно, не снял. Самолетик. Блин, да давай ты. Надо отбивать 5700. Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! I'm